Здравствуйте! Я подобрала для вас топ-9 ошибок, которые совершают женщины в отношениях. Послушайте, может быть, что-то свое добавите в комментариях. Я обязательно замечу ваш комментарий и сама на него отвечу. Первая ошибка очень частая – это когда женщина заслуживает его любовь. Как с детства нужно было заслуживать любовь родителей, так и в семейных отношениях жена продолжает заслуживать любовь мужа, пытаясь быть идеальной женщиной, идеальной женой, чтобы у нее и 20 блюд было, и дома все чисто, и на работу она сходила, и все-все она берет на себя, потому что кажется, ошибочно кажется, что если заслуживать не будут, то любить не будут. Вот если с родителями там могут быть разные истории в прошлом, объективно, может быть, родители и не проявляли любовь к ребенку, пока он не заслужит ее, то вот с мужчиной не так. Если он действительно такой суровый, то зачем тогда он нужен? Но в большинстве своих случаев, там, где женщине кажется так, на самом деле это не так. Большинству мужчин будет вполне достаточно, что вы просто уже живете с ним, стараясь делать по мере возможности хорошо свои какие-то женские функции или как вы их там разделите внутри вашей семьи. Но заслуживать любовь не надо. Вас уже выбрали, вас уже любят, и этого достаточно. Вторая ошибка – терпеть и молчать. Терпеть и плохеть, хереть, угасать, потому что в терпении мы тратим очень много энергии. Мы когда терпим, нам приходится тратить много энергии внутри на это терпение. Оно истощает. И что потом происходит с человеком, который долго терпит? Он, естественно, взрывается. Потому что вот это напряжение, на которое энергия идет, рано или поздно эта пружинка отлетит. И отлетит она с той скоростью, которой уже управлять-то невозможно. Поэтому не терпите. Научитесь говорить о том, что вам что-то не окей, в момент, когда это только дискомфорт. Когда это не окей, только начинается. Потому что когда вы терпите, вы дискомфорт потерплю, дискомфорт потерплю, дискомфорт усиливается и доходит до точки накипания, когда уже невыносимо. И вот задача научиться отслеживать. Раз терпите, значит не умеете, поэтому нужно осознанно учиться отслеживать в начало проблемы, когда только начинается дискомфорт, сразу о нем сообщать вашему партнеру, что вам не так, в чем вам плохо, с чем вы не согласны, об этом нужно говорить. Третья ошибка – это догадываться о том, что он думает. Даже если вы живете очень много лет уже с человеком и действительно можете его предугадывать, он такой предсказуемый, вы уже его изучили, все равно не надо догадываться, потому что вы можете все равно не угадать. 3 раза угадаете, на 4-й ошибетесь, и вы тратите на это силы. Вы что-то себе в голове нарисуете, будете предполагать, начнете действовать из этого вашего нарисованного сценария, и окажется все не так, и вот там будут сложности. Никогда не догадывайтесь, что люди думают или хотят, спрашивайте их прямо об этом. Прям вот привычку себе нужно такую выработать. 5-я ошибка или 4-я, какая она у нас по счету, в общем, следующая. Обижаться. Когда обидно, это значит, что что-то не так. И тут нужно вернуться к предыдущему пункту, найти, что вы терпели, какой дискомфорт был перед этим, и сообщить об этом, поговорить об этом. Как только вваливаетесь в обиду, это детское состояние. И там в обиде вы ждете, что он вас оттуда, как родитель, спасет, вытащит, переключит ваше внимание, что он с вами как-то посюсюкает, и вам станет хорошо. Но этого не случается, потому что муж, он в папу не нанимался, да, он не для этого пришел в отношения. Если он нанимался в папу, если он осознанно создал отношения с вами, где он хочет быть папочкой, потому что вот, у него там свои какие-то есть травмы и тараканы, то в этих отношениях будет сложно. Вообще это нормально, что вы иногда вваливаетесь в детские состояния, в обиду. Окей, мы все не идеальны и никогда не будем идеальными. Но вот вытаскивать себя из этого состояния обиды – это исключительно ваша задача. Не ждите, что кто-то поможет. Как только начали обижаться, уединитесь, побудьте наедине с собой, поразбирайте самоанализом, желательно не самокопанием, это разные вещи. Вам нужно научиться самоанализу, поразбирайте эту обиду, о чем она, откуда,
и обработайте это сами. Не несите эту обиду по принципу «я буду сейчас дуться, а ты давай сделай что-нибудь со мной, чтобы я дуться перестала». Это рушит отношения. Пятая ошибка – это жить только за счет мужчины. Если женщина, жена вообще не имеет никакого дохода, она полностью финансово зависима, то тогда в семье, вероятно, формируется модель патриархата, где мужчина главный. И тогда вы уже не на равных. Иногда какие-то периоды жизни это абсолютно нормально. Естественно, когда рождается ребенок, или когда вы только приобретаете новую профессию. То есть это не значит, что вообще нужно срочно бежать и сломя голову, лишь бы копеечку заработать, чтобы вот не жить за счет него полностью. Неразумно, да, нужно разумно к этому подходить. Волнами, может быть, иногда окей, но вообще курс жизни нужно держать в сторону, чтобы быть финансово самостоятельной. Как вы это сделаете, это уже ваша будет история, потому что здесь очень важны исходные данные, что у вас есть, какое у вас, какое образование, что вы любите, какие у вас таланты, ваш мужчина, насколько он обеспечен, может быть, он настолько много зарабатывает, что нет смысла тогда зарабатывать. Казалось бы, но нет, все равно смысл есть. Женщина, которая сама зарабатывает себе на жизнь, она чувствует себя по-другому. Та, которая не зарабатывает, бессознательно вваливается в эмоциональную зависимость от своего партнера. Потому что она реально и физически-то зависима. Шестая ошибка – это считать себя богиней. И, соответственно, из этого слова, ожидать поклонения. Вы знаете, в отношениях ждать заботы, поддержки от партнера – это абсолютно нормально. Но вот чувствовать себя богиней и считать, что прям все в семье теперь только от вашего женского состояния, больше ни от чего, и вы как муравьиная матка, все прыгают вокруг только вас. Это, конечно, ошибка, это будет утомлять членов вашей семьи. Вообще все, что связано с этим комплексом Бога, это когда люди себя считают богинями, богами, гуру. Это нездоровое состояние, это комплекс. Настоящий комплекс, называется комплекс Бога. Убирать это нужно. Вообще поаккуратнее с эзотерикой. Я люблю эзотерику, уважительно к ней отношусь, но, к сожалению, ее часто интерпретируют неверно. Поэтому богиней считать себя не стоит. Нужно спускаться с небес на землю. Седьмая ошибка – это думать, что если отношения с ним не окей, то есть отношения какие-то проблемные, плохие, то значит, как причина, что он какой-то не окей, проблемный, нехороший. Это неверно делать такое умозаключение, такую связку, потому что тогда, если вы так думаете, вы становитесь инфантильным человеком, ребенком, как будто от меня ничего не зависит, он плохой, поэтому отношения с ним плохие. Смотри, вы можете сказать, он это делает не так, то не делает, сколько он плохого делает, и отношения поэтому у нас плохие. Это из-за того, что он плохой. Инфантильная позиция. В этой позиции невозможно ничего изменить, потому что от вас как будто бы ничего не зависит. Лучше сделать другую связку. Отношения, если у меня не окей, с ними что-то не так, то это со мной что-то не так. Потому что здесь два пути. Либо, если это можно как-то менять, вы тогда почувствуете, что вы способны менять, если это от вас зависит, и вы это измените. Если это невозможно менять, например, ваш партнер реально мужчина, с которым невозможно договориться, он целыми днями играет в компьютерные игры, не зарабатывает достаточно денег, чтобы вы, как семья, хорошо существовали финансово. Он изменяет вам, он пьет, он бьет. Если все собрать в кучу, и договориться с ним невозможно, чтобы отношения менялись, тогда вопрос, а что вы с ним делаете? Если он такой плохой, и отношения, самое главное, с ним такие плохие, то что вы делаете в этих отношениях? Как только вы посмотрите через эту призму, потому что тогда с вами что-то не окей, у вас появятся силы и способность изменить в своей жизни то, что вам доставляет проблемы и трудности. Восьмая модная ошибка. Сейчас модно думать, что в жизни нужно жить только для себя. Эгоизм такой развивается. Есть здоровый эгоизм, окей, есть не очень здоровый. Если думать, что только для себя нужно жить и вообще ни для кого ничего особо не стараться делать, так можно жить.
но это путь в одиночество, в физическое одиночество, в эмоциональное одиночество. И в одиночестве тоже можно жить, но в одиночестве, получается, не удовлетворяется одна из достаточно важных для нас потребностей. У всех людей есть по рождению, вот так вот, мы так устроены, да, есть потребность в том, чтобы вносить вклад во что-то общее, в развитие чего-то. То есть быть соучастником какого-то процесса, куда ты что-то вносишь, и в том числе и от твоих действий что-то растет, развивается, и это отношения. И тогда, если только для себя и не для отношений, то будет вот это чувство одиночества, именно поэтому одиноким людям так неприятно их одиночество часто. Поэтому с этим аккуратно. В этом есть разумная доля, то есть здоровый эгоизм в какой-то степени, он очень нам нужен, он нам помогает. Но в то же время здесь главное не перегнуть палку. 9 пункт – это пробовать его изменить или вообще хотеть его изменить. Мы не можем менять людей, но с другой стороны мы можем менять их действия по отношению к нам. Про это я сняла целое отдельное видео на минут 8, по-моему, потому что тема очень важная. Часто женщины хотят менять и везде слышат, что невозможно изменить партнера, но тогда ощущение, что а что же мне тогда делать, уходить только от него? Там есть очень важные и полезные нюансы. Внизу оставляю ссылку на видео. Также внизу есть переходы на мои соцсети. В Инстаграме каждый день практически я в историях показываю какие-то кусочки своей личной жизни, раскрываю что-то о себе. В Телеграм-канале я пишу текст постами, да, то есть там можно почитать посты. Пожалуйста, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поддержите этот канал, мой канал. Подписывайтесь, если есть вопросы, пишите в комментариях. Я читаю комментарии, сама на них отвечаю, стараюсь всем ответить. И до встречи в следующих видео.